Всем привет! После выпуска про легендарные классические мотоциклы от Honda, кто не смотрел, ссылка будет в описании, сегодня мы взглянем на всех членов Якудза от компании Suzuki. Хоть семейство Бандита и уступало по популярности семейству Super 4, все равно бандиты разной кубатуры расходились по всему миру тысячами. Первые два брата Бандюка появились в 1989 году. Начнем с Suzuki GSF 400 Bandit, который, оказывается, появился на 3 года раньше знаменитой Honda CB400 Super 4, а конкурента в лице CB1 Бандит просто уничтожил. Ее сняли с производства уже в 1992 году из-за малого спроса. GSF 400 Bandit мог похвастать двигателем от спортбайка Suzuki GSX R400. Рядная 398-кубовая четверка выдавала 59 лошадиных сил и 38 ньютон-метров крутящего момента. В снаряженном состоянии дорожник весил 188 кг. Бак вмещал 18 литров топлива. Разгон от 0 до сотни занимал 5 секунд. Максимальная скорость 180 км в час. Теперь переходим к младшенькому Suzuki GSF 250 Bandit, который с начала продаж выпускался только с клипонами. Обычный руль появился в 90-м году. Он, как и все семейство, также оснащался четырехцилиндровым двигателем. Его объем составлял 248 кубических сантиметров. Сюда он также переехал от спортбайка, только от Suzuki GSX-R 250. Его мощность составляла 45 лошадиных сил и 25 ньютон-метров крутящего момента. От 0 до сотни малыш с пьянящим воем разгонялся за 7 секунд. Максимальная скорость 160 км в час. Сухая масса мотоцикла 146 кг, плюс 14-литровый бак. В 1991 году компания выпускает новую модификацию двигателя для Suzuki GSF 400 Bandit с изменяемой системой газораспределения, которая срабатывает после 8000 оборотов в минуту, и мотоцикл преображается. Чтобы это подчеркнуть, помимо наличия буквы V в заводском обозначении, крышки ГБЦ этих моторов красились в красный цвет, из-за чего данная модификация получила название красноголовая. В 1995 году происходит пополнение в семействе. На рынок выходит Suzuki GSF 600 Bandit. Рядная 599-кубовая четверка воздушно-масляного охлаждения выдает 80 лошадиных сил и 62 ньютон-метра крутящего момента. Мотор переехал сюда со спорт-туриста Suzuki GSX 600F Katana. Разгон от 0 до сотни 4 секунды. Максимальная скорость 205 км в час. Сухая масса мотоцикла 196 кг. Бак вмещал 19 литров топлива. В 1996 году появилась S-модификация с передним обтекателем. В этом же году был представлен и пахан бандитского семейства Suzuki GSF 1200 Bandit. Здесь установлен двигатель от Suzuki GSX R 1100 с воздушно-масляным охлаждением. Его объем был увеличен до 1157 кубических сантиметров. Силовая установка выдавала 98 лошадиных сил и 91 ньютон-метр крутящего момента. От 0 до сотни GSF 1200 Bandit разгонялся за 3 с небольшим секунды. Максимальная скорость 240 км в час.
сухая масса 211 кг. Бак вмещал 19 литров. В 1996 году также появляется версия S с обтекателем. В этом же 1995 году японцы выкатили обновленные версии первопроходцев. Suzuki GSF 400 Bandit получает новый внешний вид, сиденье и новый алюминиевый маятник. Емкость топливного бака снижается с 16 до 15 литров, а мощность с 1993 года из-за законодательства ограничена до 53 лошадиных сил и 37 ньютон-метров крутящего момента. В 1997 году модель покинула конвейер. Вслед за 400-кой обновился и Suzuki GSF 250 Bandit. Модель также получает обновленный внешний вид и дизайн приборной панели. Стальной маятник сменил алюминиевый, а емкость топливного бака наоборот повышается с 14 до 15 литров. В 1995 году появляется красноголовая модификация с системой VC. Модель полностью была снята с производства в 2000 году. Suzuki GSF 750 Bandit появился в 1996 году и выпускался вплоть до 1999. Мотоцикл был ориентирован на японский рынок. Его сердцем стал воздушно-масляный двигатель от старенького спортбайка Suzuki GSX R750, который выдавал 77 лошадиных сил и 64 ньютон-метра крутящего момента. Рама и ходовая часть от Suzuki GSF 600 Bandit, а подрамник, приборная панель и выхлоп от Suzuki GSF 1200 Bandit. В 2000 году выходит второе поколение Suzuki GSF 600 Bandit, которое получает новый внешний вид, новую приборную панель и увеличенный до 20 литров бак. Мощность без изменения. Версия S также обновляется. В таком виде модель производилась до 2004 года. В 2001 году обновился и главарь банды Suzuki GSF 1200 Bandit, который помимо нового внешнего вида получает и небольшие изменения в двигателе и системе охлаждения. Бак стал 20-литровым. 2006 год стал последним годом производства модели. В
В 2004 году на смену 600-ке выходит Suzuki GSF 650 Bandit. Его 656-кубовая четверка все еще воздушно-масляного охлаждения выдавала 77 лошадиных сил и 59 ньютон-метров крутящего момента. Сухая масса мотоцикла 201 кг. Бак вмещает 20 литров. От 0 до сотни байк разгонялся за 4,2 секунды. Максимальная скорость 210 км в час. В 2007 году выходит Suzuki GSF 1250 Bandit. Он получает новый 1255-кубовый двигатель уже жидкостного охлаждения, а за питание отвечает инжектор. Максимальная мощность составляет 100 лошадиных сил и 107 ньютон-метров крутящего момента. Сухая масса 222 кг. Бак вмещает 19 литров. Разгон от 0 до сотни занимает 3,5 секунды. Максимальная скорость 250 км в час. Однако голая версия производилась до 2012 года, после чего осталась только версия S. В этом же 2007 году выходит второе поколение Suzuki GSF 650 Bandit. Из основных изменений это обновленный внешний вид, наконец новый двигатель жидкостного охлаждения Евро 3, электронный впрыск топлива, удлиненный маятник и более жесткая рама. Максимальная мощность повышается до 85 лошадиных сил, а крутящий момент составляет 62 ньютон-метра. В 2009 году Suzuki GSF 650 Bandit вновь получает небольшие изменения, но на этот раз только по внешнему виду. Голая версия вместо круглой фары теперь имеет таковую в стиле Naked, изменилась приборная панель, а двигатель теперь красится в черный цвет. 2012 год стал последним годом производства Naked версии, в то время как S-версия продолжала производиться до 2015 года включительно. Последним, кто из бандитов немного обновился перед уходом, стал Suzuki GSF 1250 Bandit S. В 2015 году мотоцикл получил больше пластика, который стал закрывать и радиатор.
а в 2016 году модель была снята с производства.